Всем привет! Сегодня хочу поговорить о дилеях и особенно о моно и стереодилеях. Что такое дилей? Дилей – это образы основного сигнала, повторяющиеся во времени и равномерно затухающие. То есть, если мы берем импульсный сигнал, то его образы, повторяющиеся во времени, образуют дилей. Теперь давайте поговорим немножко о природе звука, о том, что звук имеет волновую природу. Что это означает? Это означает, что звук распространяется в пространстве так же, как волна отброшенного камня. То есть, когда вы берете камень, вы бросаете его в воду, и у вас идут круги по воде. Также и звук, он распространяется сферически во все стороны. Теперь представьте, что у вас есть некое помещение, неважно какое помещение, это может быть маленькая комната или это может быть спортивная арена, но у вас есть помещение. Соответственно, звук от источника к вам придет самым коротким путем, и это будет прямой сигнал. Но поскольку он распространяется сферически, то он пойдет во все стороны, дойдет до ближайшего препятствия, отразится и придет к вам. И это будет первое повторение. Но от этой точки он опять сферически отразится во все стороны, дойдет до следующего препятствия или следующих препятствий и опять придет к вам. И это будет второе повторение. И так далее. До тех пор, пока он полностью не затухнет. Да? Но поскольку звук распространяется сферически во все стороны, как таковых повторений в природе быть не может. Потому что звук отражается во все стороны. И, соответственно, к вам придут не только вот эти отдельные повторения, но и отражение вот этого отраженного сигнала. То есть это придут такие хвосты. Вот так он будет выглядеть. И только такой дилей может быть в природе. Для того, чтобы дилей звучал натурально и естественно, кроме вот этих хвостов, кроме самих повторений, вам нужны еще хвосты. Это делается с помощью подачи сигнала с дилея через send на реверб. И тогда у вас будет абсолютно правильный, прямой, естественный дилей. Такой дилей звучит намного мягче, намного естественнее и натуральней. Теперь по поводу моно и стереодилей. Ну, по большому счету, в природе монодилей, абсолютный монодилей не может быть. Его не может быть, да? Потому что у вас есть стена слева, есть стена справа, и отражения слева будут не такими, как отражения справа. Значит, он всегда стерео в природе. Ну, за исключением некоторых допущений. Предположим, вы находитесь не здесь, как я вам сказал, а здесь у вас нет стены, а вы находитесь очень далеко, вот здесь. Ну, вот в этом случае для вас широта стереобазы будет составлять там 15-20 градусов, и дилей будет практически моно. Как мы в музыке используем моно и стереодилей? Самое частое и популярное использование монодилея следующим образом. Предположим, у вас есть лид-вокал. И вы хотите создать ощущение, что лид-вокал находится очень близко к вам, но сзади него огромное пространство, перспектива, да? То есть там есть объем. Вы добавляете реверберацию. Реверберации мало, 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 мало. Потом наступает момент, когда у вас звучит не человек близко в красивом пространстве, а баня или сауна, или еще что-то в этом роде. То есть дальше следующий этап – это баня. Почему? Потому что, как мы говорили в прошлом рисунке, дилей многократно отражается. И первоначально у вас есть какие-то 1, 2, 3 повтора,
которые создают перспективы. А эти повторы – это, собственно, ранняя реверберация. И цифровая реверберация, она достаточно плохо справляется с ранними отражениями. Плюс есть еще какие-то повторы внутри этого хвоста, да? Поэтому если вы к этой реверберации подмешаете дилей, то ваша реверберация и пространство будет звучать более перспективно и более естественно. Делают это обычно так. Если лид-вокал у вас близко, то сзади него монодилей строго в центре, и он прячется как бы за лид-вокалом. Лид-вокал у вас впереди, а дилей сзади него. И слушатель не слышит этого дилея. Он слышит только объем и пространство, а каких-то четких повторений он не слышит. Для того, чтобы это было еще естественнее, мы делаем, что мы делаем? Первое. Кат-фильтр, на 500 Гц. Нам не нужно, чтобы у нас колыхалось что-то в самом низу и был какой-то разброс и размазывался наш кик и снейр. Да? Это будет очень некрасиво. Поэтому все, что ниже 500, мы отрезаем. Второе. Для того, чтобы дилей был незаметен, нам нужно спрятать эски, чтобы не было цок-цок-цок, ССС. Поэтому мы ставим еще кат-фильтр выше, скажем, 4000 Гц. И мы можем поставить Bell. И таким образом окрасить дилей. Bell, допустим, с подъемом на 2000 Гц даст вам теплый окрас деревянной комнаты. Дилей будет звучать очень мягко, красиво и естественно. И вы его спрячете за вокалистом, и никто его не заметит. Он будет не слышен, он будет незаметен. Но очень часто нам нужно наоборот, нам нужен обратный эффект. Когда мы хотим, чтобы дилей был явно слышен. У меня вот здесь осталось место, я вот тут нарисую. Тогда мы делаем обратную вещь. Мы берем стереодилей. Но что значит стереодилей? Стереодилей, монодилей – это когда время повторения левого и правого канала абсолютно идентичны. Условно говоря, 250 и 250 миллисекунд. Да? Но если мы сделаем небольшой разброс между левым и правым каналом, допустим, 252, 248, дилей не будет совпадать с левой с правым каналом. И, соответственно, он тут же вам раздвинет стереобазу. Он станет очень широким. Да? Поэтому, допустим, left 252 миллисекунды, right 248. Такой дилей создает широту стереобазы. Если у вас темп 250, то если вы хотите, чтобы ваш дилей... Почему дилей ставится по темпу песни? Потому что тогда он совпадает точно с битом, и каждый бит маскирует его. Мы его не замечаем, мы его не слышим. Для того, чтобы он был, наоборот, заметен, мы должны его взять чуть медленнее или чуть быстрее. Ну, чуть быстрее предпочтительнее, да? Когда дилей появится перед долей, мы его услышим, а дальше доля пойдет. Потому что если мы поставим после доли, то хвост того же малого или той же кика, он закроет этот дилей, и мы его не услышим. Соответственно, тогда дилей берется не по темпу, а лучше всего чуть быстрее темпа. Да? Чуть-чуть вперед, он не будет ломать ритм, но при этом он будет явно слышен и явно заметен. На всех приборах есть привязка к темпу. Ваш темп, допустим, 154, вы поставили 1/8, и у вас будет четко 1/8. А как сделать быстрее чуть 1/8? Для этого нужно посчитать, какой должен быть дилей в этом темпе. Как считается дилей? Дилей – это величина, связанная с темпом. Темп считается в ударах в минуту. BPM 120 – это 120 ударов в минуту. Соответственно, если вы возьмете минуту, переведете в миллисекунды,
а в миллисекундах 60 секунд в 1 минуте, значит 60 тысяч миллисекунд в 1 секунде. Берем 60 тысяч и делим на наш темп, на 120. И таким образом вы получите темп в миллисекундах. Если вы получили цифру 250, сделайте дилей 240, и он сразу станет заметным, потому что он будет перед долей. Ну и, как правило, такой дилей, на нем не режут вверх и не режут вниз, но не режут вверх. Окрас, ну, по желанию может быть, а может и не быть. Но суть как раз именно в этом. Давайте пойдем в студию, и я покажу, как это звучит. Ну что, давайте на практике посмотрим, как нам работать с монодилеем и со стереодилеем, и как они звучат, потому что то, что я объяснил у доски, это хорошо, но всегда уши на первом месте. У меня есть такой мультитрек, ну не совсем, да, мультитрек, конечно, да, там минусовка, она типа сведена, и вот такой вот лид-вокал у нас есть. One big bite of life to go. Take one big bite of life to go. Take an apple, please, from the front row. Oh, soon enough, never good enough. Inch by inch. Вот, теперь мы добавим FX Channel Track и добавим дилей. Для того, чтобы все было честно и понятно, я возьму штатный дилей Cubase, называется Stereo Delay. Так, давайте-ка сначала мы посчитаем темп. В нашем темпе темп 132, дилей будет равен 441 пополам 220, ну вот давайте, наверное, попробуем 220. Значит, я отключаю синхронизацию и ставлю на левый и правый канал дилей 220 миллисекунд. И, соответственно, несмотря на то, что у нас плагин стерео, поскольку левый и правый канал одинаковый, дилей получится моно. Да? Это понятно? Надеюсь, что да. Теперь сенды у нас уже включены. Послушаем, что мы слышим. Take one big bite of life to go. Получилось. Монодилей. Поскольку у нас дилей моно, мы его должны спрятать сзади вокалиста. Соответственно, на дорожку дилея я ставлю эквалайзер. И режу ему низ прямо от 500 Гц. Зачем нам, чтобы у нас там что-то колыхалось внизу? И режем вверх для того, чтобы у нас не было вот этих цок-цок-цок копыт лошадей или прочего. Ну, допустим, 4000. Теперь дилей наш будет поаккуратнее. Take one big bite of life to go. Теперь мы его можем окрасить, допустим. Ну вот смотрите, вот подъем в районе там 600 Гц будет вот так звучать. Take one big bite of life to go. Можно потеплее. Take one big bite of life to go. Можно совсем тепленький. Take one big bite of life to go. Можно не так радикально. Take one big bite of life to go. Вот, а теперь, если я с этого дилея еще сделаю посыл на реверб, то мы получим абсолютно естественное, правильное поведение именно дилея и отражения. Take one big bite of life to go.
Ну и сейчас, конечно, его очень много, поэтому он очень очевиден. Take one big bite of life to go. Take an apple, please, from the front row. Ну, по-хорошему, на реверб нам нужно поставить тоже срез, по крайней мере, по низу. Делаем кат-фильтр от 500. Take one big bite of life to go. При этом я не эквализовал вокал, а эквализовать вокал тоже надо, по крайней мере, низ на нем срезать. Ну давайте уже сделаем. Хотя это и не эта тема, ну, по крайней мере, хотя бы вот так. Не так радикально. Take one big bite of life to go. И послушаем, как это будет все вместе звучать. Take one big bite of life to go. Звучит лохмато, значит, надо убавлять. Take one big bite of life to go. Take an apple, please, from the front row. Oh, soon enough, never good enough. Inch by inch, come on, connect the dots. Take one big bite of life to go. Ну и то даже может быть многовато реверберации. Но здесь надо понимать, что это как бы просто я показываю, как это будет звучать, да? Вот. И, соответственно, с дорожки дилея можно убрать вот этот реверберационный хвост чуть поменьше. И тогда этот дилей, он будет не очевиден. Вы его как таковой слышать в миксе не будете. Это нужно еще очень хорошо прислушаться, чтобы услышать этот дилей. Take one big bite of life to go. Take an apple, please, from the front row. Oh, soon enough, never good enough. Но это в том случае, если мы хотим этот дилей спрятать так, чтобы его было незаметно и не видно. А иногда нам нужно наоборот, чтобы этот дилей был прямо очень очевиден и очень ясен и очень слышен. И чтобы он давал хорошую стереобазу и был красивым и широким. Вот в этом случае мы поступим совершенно по-другому. То есть что мы сделаем? Первое. Стереодилей я сделаю специально с разбросом, чтобы он чуть-чуть опережал наш темп. Тогда перед сильной долей он будет нам явно показываться. И сделаю небольшой разброс между левым и правым каналом. Допустим, 5 миллисекунд разброс. Он нам даст такую очень широкую стереобазу. Реверб я отключу, поскольку это как эффект идет. Да? Это для того, чтобы мы наоборот услышали его и обратили на него внимание. И на эквалайзере я ни в коем случае не буду резать вверх и не буду поднимать серединку. Take one big bite of life to go. Сейчас не так явно слышно, поэтому я увеличу сенс, чтобы вам было это было слышно достаточно очевидно. Естественно, вряд ли мы в реальной жизни сделаем так громко дилей. И посмотрите разницу между стерео и моно. Take one big bite of life to go. Take an apple, please, from the front row. Ну вот как он в фонограмме будет. Take one big bite of life to go. Ну да, все цики слышно, дилей слышно. И вот смотрите теперь, как он будет вести себя по отношению к моно. Сейчас 210-215, если я сюда поставлю 215, то он станет моно. Take one big bite of life to go. Take one big bite of life to go.
Ну, для большей ясности я отключу сейчас прямой сигнал. Теперь мы будем слышать только дилей. Take one big bite of life to go. Take an apple, please, from the front row. Сразу он расширен. Да? Soon enough's never good enough. И, естественно, в реальном треке вы не будете никогда использовать его на такой громкости. То есть в реальной жизни он будет, скорее всего, на какие-то отдельные фразы, там, где вы его хотите показать. Еще он может быть четвертями. Давайте это тоже посмотрим. Но в нашем темпе 220, значит, у нас будет 435, допустим, и 430. Теперь он будет четвертями. Take one big bite of life to go. Take an apple, please, from the front row. Soon enough's never good enough. Inch by inch. Чем больше будет разброс по каналам, по цифрам, да, сейчас у нас 5 миллисекунд, чем больше будет этот разброс, тем он будет казаться шире. Но тем больше правый канал, который приходит раньше, будет опережать левый, и больше весь этот дилей будет смещаться вправо. Да? Это эффект Хасса. Ну, надеюсь, сегодняшнее видео было вам полезно. Надеюсь, вы будете этим пользоваться, и теперь вы понимаете, в каких случаях вы хотите иметь стереодилей, а в каких случаях вы хотите иметь монодилей. Всем пока, всем хороших миксов.